Многие несправедливо считают, что малоуходные растения, которые еще и не требуют своевременного полива, имеют посредственный и не столь привлекательный вид. Сегодня я хочу доказать обратное, познакомить вас со сухоустойчивыми и непритязательными в уходе цветами, о которых мало кто знает. Эти растения идеально подходят для солнечных мест и вместе с тем в своевременном поливе и досмотре не нуждаются. Однако их красота способна преобразить любой солнечный уголок вашего сада и привнести на ваш участок особое очарование и редкую красоту. Для открытых солнцу цветников идеально подходит неприхотливая сухоустойчивая агростема. Она начинает цвести примерно в июне и продолжает радовать своими живописными цветочными куртинами до конца лета. В зависимости от сорта, высота ее тонких побегов достигает 50 и более сантиметров, а диаметр красивых акварельных цветов от 2 до 5 сантиметров. Вся прелесть этого нежного на вид растения в его многочисленных очаровательных цветах, которые красуются на изящных стеблях с узкой мелкой листвой. Куртины агростемы создают ощущение легкости и воздушности. В период своего цветения они образуют невероятно эффектные по красоте живописные пятна. Благодаря тонким серо-зеленым побегам кажется, будто яркие цветы агростемы парят в воздухе. Цветет она эффектно и очень обильно. По своей редкой чистой красоте это растение может сравниться с немногими летниками. Каждый цветок, который раскрывается на верхушке побега, словно светится изнутри, переливаясь акварельными красками в лучах солнца. Встречаются не только малиново-розовые, но чисто белые, сиреневые, светло-розовые и даже пурпурные сорта. Друзья, если вы знакомы с этими и другими малоизвестными растениями для солнечных мест, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Я, как всегда, буду всем благодарна за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Агростема отлично смотрится в букетах и способна долго простоять в срезке. Ее низкорослые сорта также можно выращивать в контейнерах. Эти нежные на вид цветы просто идеально сочетаются со злаками и декоративными травами, а также другими цветочными культурами. Благодаря своей неприхотливости агростему можно внести в список растений, предназначенных для ленивого или малоуходного сада. Ну а если вы поставили перед собой задачу создать уголок или садовый ландшафт в природно-луговом стиле, то агростема для вас подойдет как нельзя кстати. Но учтите, что это растение покажет себя во всей своей красе именно на солнечных участках и в групповой посадке. Одиночные цветки особого эффекта не создадут. Агростема способна давать свой самосев и совершенно неприхотлива в уходе. Однако грунт для нее должен быть рыхлым, дренированным и без застоя влаги. Больше всего ей подходят известковые почвы. В поливе этот цветок не нуждается и вполне довольствуется осадками, с исключением затяжной аномальной засухи. А вот влажные и притененные участки не для нее. Единственное, что необходимо контролировать, это ее самосев. Если вы не желаете ее обильного разрастания, отцветшие цветки агростемы лучше удалять. К этой очаровательной группе малоуходных сухоустойчивых растений можно отнести синеглазую красавицу анхузу. Среди этого неприхотливого растения есть как однолетние, так и многолетние виды. Более того, на сегодняшний день уже выведено много ее декоративных сортов с белоснежной, голубой, синей, розовой и фиолетовой окраской. Высота кустиков может варьироваться от 25 см и даже до метра. Интересно, что мочковатые корни анхузы имеют красящий ярко-красный пигмент, из-за чего растение так и назвали. Ведь в переводе с латинского «анхуза» обозначает грим. Еще одно ее название – это воловик. Цветы анхузы чем-то напоминают очаровательную незабудку или брунеру. Сроки цветения, как и высота растений, зависят от сорта. Но все они способны радовать многочисленными яркими соцветиями не менее 2 месяцев, с условием посадки на солнечном месте. Хотя анхуза смирится и с легкой полутенью, а вот в тенистых местах ее стебли начнут сильно вытягиваться, а цветов будет мало. В садоводстве популярна анхуза капская. Это более компактный однолетний вид, который удобно выращивать даже в контейнере. Также популярна многолетняя анхуза лазаревая или итальянская. Зацветает она уже в мае и продолжает обильно цвести не менее 2 месяцев. А еще есть анхуза лекарственная. Из названия можно понять, что данный вид не только декоративный, но и обладает ценными лечебными свойствами. Однако хочу предупредить, что сок анхузы достаточно ядовит.
Вырастить эти цветы проще всего прямым посевом семян в открытый грунт на заранее подготовленную и очищенную от сорняков почву. Делать это можно как поздней осенью, так и ранней весной. Это растение также выращивают посевом на рассаду в начале марта. Кустики анхузы также размножают делением корневища, которое проводят до или после цветения. Воловик отлично подходит для солнечных и малоуходных клумб, которые не требуют регулярного полива. Единственное, что для продления его цветения стоит срезать увядшие соцветия. Делать это лучше в перчатках, так как сок растения может не только окрасить кожу рук, но и вызвать раздражение. Кстати, цветение анхузы привлекает в сад множество бабочек и прочих опылителей. Для солнечных клумб можно посоветовать еще одно засухоустойчивое растение с очаровательными цветами, напоминающими орхидеи. Это ангелония. Удивительно, но это красивейшее растение пока мало еще кто выращивает, особенно в садах средней полосы. За ее необычную, нежную красоту ангелонии дали еще одно название – цветок с ангельским личиком. Ее пышные колосовидные соцветия составляют длину около 20 см. Кустики могут быть высотой 25 до 60 см. Они всегда отличаются компактной, пышной кроной и отлично подходят для контейнерного выращивания. Цветы ангелонии бывают белыми, голубыми, розовыми, фиолетовыми и многоцветными. Это растение ценится за пышное, красивое и продолжительное цветение, которое длится в течение всего лета. Ангелония обладает уникальными качествами, выпускает цветоносы даже в конце своего цветения. Если срезать ее отцветшие соцветия, в скором времени она выпустит новые и не менее пышные. Этот цветок предпочитает самые солнечные участки. Ангелонию также с успехом выращивают как горшечную культуру. Кстати, если пальцами размять ее листики, то они наполнят воздух вокруг приятным ароматом свежего яблока. Грунт, по возможности, для нее должен быть питательным, вот тогда она покажет максимально роскошное цветение. Это растение можно выращивать в открытом грунте, на клумбах и цветниках, а также в качестве пышного цветочного бордюра. Но ангелонию необходимо высаживать только на самые теплые солнечные участки. Этот цветок также выращивают для срезки. Из ее ароматных с запахом зеленого яблока соцветий получаются роскошные букеты, которые не вянут в течение 10 дней. Без преувеличений, ангелонию можно считать одним из самых красиво цветущих летников. Из минусов она не переносит морозов. Но стоит сказать, что эту цветочную культуру можно выращивать в средней полосе и как многолетник. Отцветшие кустики выкапывают и пересаживают в вазоны, заносят в теплые помещения, а в мае вновь высаживают в сад или оставляют расти в доме как комнатный цветок. Несмотря на свой аристократический и роскошный вид, этот импозантный цветок довольно нетребователен к уходу. Ангелония способна расти на рыхлых супесчаных или суглинистых почвах. Частый полив ей не нужен. Она легко переносит засуху и довольствуется редким поливом даже в жаркий период. Все, что ей требуется для поддержания красоты, это срезать до основания отцветшие цветоносы, после чего кустик вновь выпустит новые побеги с пышными соцветиями. Ангелонию можно вырастить посевом семян на рассаду, который проводят уже в феврале. В сад молодые кустики пересаживают только тогда, когда полностью установится теплая, без возвратных заморозков погода, то есть не ранее середины, конца мая. Кстати, если вы сохраните кустики в зиму, то с них можно будет весной взять черенки на размножение. Ангелония – это удивительно красивый цветок, который украсит передний план цветника, вашу террасу и даже интерьер. Ее можно выращивать на балконе. Кстати, ее корневая система очень компактная и не требует объемных горшков. Из ангелонии также получаются шикарные цветочные бордюры. Она идеальна для узких рабаток и клумб, а также отлично сочетается со многими цветами, особенно бегонией, вербеной, декоративно-лиственными и ампельными культурами. Уверена, что все вышеперечисленные цветы с легкостью украсят ваш сад, не требуя от вас особого ухода и частого полива. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.